Так, кто там у нас пришел? Кого там носит? Ага. Привет! Привет, заходи. Мы вот только-только сдали квартиру эту, пойдем я тебе покажу. Давай. Вообще эта квартирка необычная для нас, потому что она достаточно маленькая. Вообще здесь всего 88 квадратных метров. Меньше 100 мы обычно не берем, но бывает исключение. Это квартирка для большой достаточно семьи. Здесь папа, мама, 2 ребенка. Здесь мы максимально попытались все это вместить, потому что, представляешь, большая семья, где она будет жить, да? Вроде бы небольшая квартира, но здесь влез реально огромный стол, 2-метровый, может быть даже чуть больше, чем 2 метра стол. Это стол от Полиформ, очень крутой, мраморный стол. Это реальный мрамор. Да, это настоящий мрамор. Очень важно, когда ставишь мраморный стол, нужно всегда его либо пропитку какую-то, либо подклеивать сверху пленку, иначе если ты прольешь сюда вино, то все. Стульчики тоже у нас Полиформ, вся столовая зона Полиформ. И диван тоже Полиформ. Здесь достаточно большой диван влез. Садись туда. У этого дивана есть... Хорошо, Сева. У этого дивана есть 2 глубины. Вот это вот глубокая часть, по-моему, больше метра. А вот та часть, она короткая. Вот эта вот часть очень крутая, чтобы сидеть и телек смотреть. Да, релакснуть. А сюда, когда садишься, вот сядь сюда. Сюда вот прям супер удобно. Закинул ножки, смотришь телевизор большой. Но есть одна проблемка, когда у нас телевизор находится прямо напротив окон, видишь, там отражается вообще все. Поэтому у нас есть вот тут такая штука. На шторке. Да, на шторке. На самом деле есть проблема, когда ставим много выключателей. Непонятно где что. Да, непонятно где что. Поэтому мы подписываем каждый выключатель, чтобы было вот реально понятно. Мы хотим выключить над столом. Вот выключатель над столом. Оп. Странно бы было поставить в хороший интерьер дешевые выключатели, поэтому мы используем Schneider Electric серию Merton D-Life. Они с очень тоненькой рамочкой и вообще без перемычки между клавишами. Так они смотрятся очень минималистично. И наши как раз вот наклеечки, они подходят ровно под них, потому что мы используем всегда эту серию. Кому нужно, будет ссылочка на эти выключатели и на наши наклеечки в описании. Прыгай обратно на диван. Теперь можно смотреть нормально телевизор. Ничего не отсвечивает, все хорошо. Красота. Давай откроем окошки обратно. Вот если ты отсюда смотришь, кажется, что кухня какая-то маловатая, да? Ну да. Но на самом деле она нифига не маленькая, она реально здоровая. 5 метров рабочей поверхности вот здесь вот. Здесь у нас и фартук, и столешница сделаны из одной плитки. Это плиточка порцеланоса, крупноформатная. Она вот здесь вот и на торце красиво выглядит, и сама красиво выглядит. И мы вот сделали специально вот такую вот зашивку, вот просто. И вниз тоже опустили. Получилось, ну вот, невероятно круто. Вот эта вот краска, она, видишь, вот здесь вот прилегает к столешнице. Она моющаяся. Она очень классно моется, не оставляет разводов никаких. Просто заляпал, помыл и все. Это краска Дируфа. Ссылку на нее, ну, тоже оставлю кому, если надо. Это реально большая кухня. Она спрятана, и ты представляешь, здесь можно навалить туда какой-нибудь грязной посуды или там что-то наготовить. Но отсюда ничего не видно. Прикольно. Я заметила, у вас тут еще на окне какая-то рама, я не знаю, решетки. Что это такое? Это речная перегородка. Что делают шторы, да, по сути? Если шторы совсем убрать, будет неуютно. Она делает пространство уютнее. Когда свет прям падает в окошко, тень на диван такая очень красивая от этой речной перегородки. Она двигается. Это перегородка нашего производства, это Boca Stripe. Кому надо, ссылочки на них оставлю. Она легко очень двигается, ты прям толкай, она... Да, я просто боюсь. Не ссы. Давай еще раз.
У нее есть демпфер. Она, когда приезжает в конец, она тихонечко останавливается, и все. Но если посмотреть, то внизу нет никакой рельсы, и она не болтается. Очень круто. Нам на самом деле повезло, что окна, они не в пол, и тут можно было поставить нормальные радиаторы. Хоть они и мешают, нам пришлось вот отодвинуть немножко эти перегородки, зато от них нормальная теплоотдача, и выглядят они прям хорошо. Это радиаторы Варман. Очень достойные радиаторы. Если надо, кому тоже ссылку оставлю. Купили мы их в Home Heat, как обычно. Все радиаторы мы там покупаем. Вот здесь вот у нас справа это не трековые светильники, это вентиляция. Невидимая вентиляция щелевая. То есть она специально сделана в размер с треком, чтобы было вообще не видно, что здесь есть какая-то решетка под вентиляцию. Вся эта трековая система от Центр Свет, это наш российский производитель. Делают они реально крутой и качественный свет. Светильники здесь вот эти вот трековые, здесь есть закрытые светильники, есть поворотные светильники, чтобы можно было вот, например, осветить вот растения. Если просто оставить только треки, света на самом деле не так много. А вот если поставить еще вот такие, давай включим их. Там кружочки нарисованы. Опа, вот они. Это дополнительный свет, им вообще редко на самом деле люди пользуются, но если вдруг надо вдеть нитку в иголку, мы специально ставим дополнительный свет, чтобы можно было осветить прям, ну вот вообще по максимуму. Ссылочку на эти светильники я тоже оставлю, и на трековую систему, если кому нужно, будет в описании. Из-за того, что здесь места мало, очень много вот продумали просто по миллиметражу. Кстати, нужно было и диван вместить, да, вот по длине, и вот тот вот шкаф, и вот здесь вот радиаторы, и вот эта вот ездящая перегородка, чтобы она не билась об радиатор, и чтобы еще и штора закрывалась так, чтобы она тоже не билась об перегородку. Здесь не так много места для этого. Поэтому, конечно, с маленькими помещениями работать сильно сложнее, чем с большими. С большими что там накидал, ну, как-нибудь влезло. А с маленькими проблем очень много. Что это за стол? Это стол Боконцепт, он сделан из керамогранита. Это, кстати, намного лучше, чем мрамор. Керамогранит, он ничего не боится, его ни поцарапать, ни сколоть, ну ничего ему не будет вообще. Пойдем дальше. Да. У нас, смотри, у нас там есть 1, 2, 3, 4, 5 дверей, с ума сойдешь, что там есть. Пойдем сюда. Спальня. Да, это спальня. Здесь такая доминанта, это наша кровать Бока Лома. Кровать моего дизайна. Если кому нужно, ссылочку тоже на нее оставлю в описании. Мы стараемся прямо сломать стереотипы российских колхозных производителей и сделать реальные там итальянские технологии. Посмотрите, как мы долго заморачивались, чтобы у нас появились вот такие вот рыхлости на изголовье. Она вот такая мягенькая. Обычно просто шторы какие-то делают, просто сминают ткань, а здесь она просто вот рыхленькая. Здесь у нас несколько розеток. Вот смотрите, основные розетки, они находятся внизу. Вот, чтобы не видно было просто проводов, там все мы втыкаем внизу. Если вдруг тебе там надо, не знаю, ноутбук зарядить, есть еще одна розетка сверху. Здесь на самом деле есть небольшие проблемы от застройщика. Когда ты впервые сюда заходишь и начинаешь открывать окно, вот так вот. Кажется, что... А где окно? И оно вот только потом появляется. Это уже конструкция дома такая. На самом деле мы практически не меняли планировку здесь. Это планировка прямо от застройщика, и у нас была задача сохранить планировку согласуемой. Нам нельзя было двигать мокрые зоны, там, передвигать кухню и так далее. Поэтому пришлось это все так вот оставить. А здесь еще смотри, здесь у нас есть маникюрная зона, я называю это покрасочная. Включаешь зеркало, и у тебя отличный свет, все прям просто классно. Да. Пойдем дальше? Да. Это у нас прихожие. Есть огромная проблема с прихожими. Их либо нет, либо они очень дорогие. Поэтому мы разработали свою серию для прихожих. Это вот такой вот пуфик, на который можно присесть. А вот такая вот рамочная вешалка, на которой тоже можно что-то там повесить. И вот такое вот рамочное зеркало Бока селфи. Как думаешь, почему он называется селфи? Мне кажется, ответ очевиден. А вот здесь шкаф под всякую электронику, умные дома и так далее. Потому что часто непонятно, куда все это поставить. У нас все стоит в одном месте, все подписано, есть все карты. Прям максимально понятно, как заморочились, какие здесь шрифты, картинки. Все здесь красиво.
И самое главное, вот эту штуку мы сделали специально. Вытащили вот эту вот часть и приклеили сюда плитку. И можно было прислоняться, чтобы стена у нас не запачкалась. Это плиточка порцеланоса. И, естественно, эта плитка у нас тоже порцеланоса. Нигде, реально нигде я не видел настолько похожей плитки под дерево. Вот. И он максимально вот так вот подобран в цвет основного пола, чтобы не видно было, что это керамогранит. Здесь у нас между ними стык. Меня вот тоже часто спрашивают, как оформлять стык. Это пробковый компенсатор. Дереву нужно ходить. Оно может расширяться и сужаться, и оно может придавить немножко керамогранит. Вот этот пробковый компенсатор не дает придавить. Что, пойдем в ванну? Ванна у нас справа. Так, разберешься, как включать? Да. Ванна у нас справа, она достаточно большая. Вот эта вот раковина выполнена на заказ. По нашим эскизам она сделана из бетона. Очень крутая раковина. Здесь, ну, естественно, все наши приколы. Здесь тонкая столешка. Открой дверку вот эту. Когда ты ее открываешь, видно здесь вот этот запил под 45. У нас нет никакого стыка беспонтовых поверхностей. Они вот здесь вот сходятся прямо под 45. Ну, естественно, здесь достаточно много влезает. Здесь вот эта вот нижняя часть тоже рабочая. Но хранение, конечно, здесь не закончилось. Казалось бы, но нет. Как ты понимаешь, это все шкаф. Это у нас большой белый радиатор термо. Он электрический, водяные вообще никогда не ставим. Это вот прям очень опасно. На фотографиях мы просто убираем вот эти пипки, чтобы было красивее. И часто меня спрашивают, как пользоваться вообще этим радиатором. Да, тут везде есть пипки всегда. Но даже если нет пипки, то можно повесить вот так вот полотенце сверху. И тоже, в принципе, если кто-то не любит пипки, то можно просто сверху вешать. Что, пойдем дальше? У нас есть еще детская. Как думаешь, детская где? Тут. Это вот, кстати, дверь скрытого монтажа, но ее можно открывать не только наружу, но еще и внутрь. Так тоже можно, это перенавешиваются петли. Единственное, что дверь, она не может открыться больше, чем на 90 градусов. Это детская. Сможешь залезть? Смогу. Здесь в детской мы сделали вот такую вот лазилку. Это прям реально, не, настоящая. Это все выдержит, да, это все, я сам проверял. Тогда я полезла. Это прям настоящие скалолазные элементы. Круто. Их можно, причем скалолазные элементы, эти можно перекручивать, ставить в другие места. Вот тут у нас есть гаечки внутри. И вот эта часть просто перекручивается. Можно сделать, например, 2 трассы разные. Очень крутая штука. И внизу, естественно, здесь нужен какой-то матрас. На самом деле должно быть 2 таких матрасика. Я что-то не понял, где второй. Где-то второй лежит, мы его не нашли. Декор еще на самом деле никакой не сделан. Клиент просто сам хочет выбрать эти баночки, всякие полотенчишки. Поэтому мы сейчас просто на скорую руку накидали полотенец, чтобы вам просто снять. Поэтому и вот здесь у нас не обжито совсем никак вот эти кровати, у них ничего нету. Вот. Потом клиент заедет уже и сам ее обживет. Здесь прикольная кровать, мы ее сделали на заказ. Она максимально встроена вот в эту вот часть. У нас, если ребенок спускается, у него есть ограничения, он не ударится никогда об дверь. Да? Дверь у нас тоже никогда не ударится об ограничения. Она тут внизу крепится. Каждая ступенька здесь открывается. Это дополнительное место для хранения. Здесь тоже все у нас открывается, и тут тоже можно хранить. Здесь у нас огромный шкаф. Ну и когда там дети повзрослеют, здесь можно будет поставить стол уже нормальный и там делать уроки. Так, ну что, у нас еще помещения-то не закончились. Ты думала уже все, да? Да. Здесь у нас что? Сушилка. Здесь еще один санузел. Да, здесь еще один санузел, он гостевой, с небольшой раковиной, туалетом, но вот там у нас есть шкаф. И здесь есть уже нормальная стиралка и сушилка в одном флаконе. Ну вот и все. Кому понравилось, ставьте лайки, там, пишите комментарии, что я недорассказал, потому что я, на самом деле, для меня это просто уже обыденность, и я не знаю, что именно вам интересно. Поэтому пишите в комментариях, что я недорассказал, что нужно бы еще в следующих обзорах рассказывать. И пока.